Привет, сразу скажу, что показывать я буду то, чему научился сам или у других людей. Я отнюдь не мастер этого дела, поэтому вряд ли смогу ответить на какие-то вопросы. И то, что показано в ролике, не значит, что нужно делать так и только так. Способов много, вам выбирать, каким пользоваться. Можете поделиться своим алгоритмом создания постера в комментариях. Также укажите на мои ошибки и прочие нюансы. Все необходимые ссылки вы можете найти в описании. Как я уже сказал, способов много. Вы можете создать освещение софт-лампами, обычными лампами или entity лампами. В этом видео я покажу создание освещения с помощью софт-ламп и Lightbounce. Выбираю и рекомендую софт-лампы, потому что они дают более гибкую настройку, качественно другие цвета и тени на конечном постере, соответственно немного другой тип освещения. Также покажу необходимые консольные команды и за что они отвечают. Первым делом нам надо скачать все необходимое. В описании будет ссылка на пак инструментов, среди которых есть Lightbounce и софт-лампы. Софт-лампы можете скачать с мастерской, если так будет удобнее. Закидываем все папки в аддонс, идем в мастерскую и качаем карту GM Black. Рекомендую делать постеры на ней, так как освещение на карте отсутствует и мы можем сделать его как захотим. Опять же, постер можно делать и на FlatGrace, и на констракте. Просто GM Black легкий и универсальный вариант. Перед тем как заходить в игру, нам надо прописать некоторые команды в AutoExec. Заходим в Steam Apps, Common, GarySmod, KFG, AutoExec. Открыть его можно с помощью нотпада или обычного блокнота. Вот они, данные команды, они даны нам от ViaxStar для настройки теней. Но знайте, свет от фонарика и обычных ламп станет ужасным. Также для постройки нашего сценбилда нам понадобятся высококачественные модели. Их полно в интернете и мастерской, правда, после смерти Фейспаунча их не так просто достать. Поэтому я собрал некоторые модели и паки в этот Google документ. Тут еще нет очень много вкусных паков, они остались в локальных тусовках или у определенных людей. Еще в документе есть некоторые консольные команды и сообщество GarySmod. Чтобы получить ссылку на этот документ, просто зайдите в мою группу и напишите в сообщение «дай ссылку». Перед тем как заходить в игру, скачайте аддон Advanced Camera. Этот инструмент значительно упростит создание постеров в GarySmod. Запускаем карту GM Black. После загрузки первым делом спавним пластину. Она нужна для многих взаимодействий на карте, например, чтобы поставить лампу или камеру. Далее прописываем Matte Fulbright 1. Команда отключает шейдеры и тени, благодаря этому мы сможем строить сценбилд без ламп, соответственно с большим FPS. Чтобы увеличить дальность видимости, вот видите, спавним Entity тумана. Можем настроить его как нам удобнее. В принципе, на максимум поставить и не ошибетесь. Теперь можем начинать строить сценбилд. Этот процесс у всех происходит по-разному. Я, например, сначала делаю наброски, приглядываюсь, потом ставлю примерный будущий ракурс камеры и строю сценбилд, исходя из этого. Или вы можете построить целую локацию и на ней искать подходящий ракурс. В любом случае, нам нужен аддон Advanced Camera. Нажав правую кнопку и выбрав меню, вы сможете регулировать FOV камеры и другие параметры. Сценбилд готов. Далее идут два самых сложных этапа в создании постеров. Подборка освещения и обработка в фотошопе. К слову, Photoshop совсем не обязательный, вы можете делать only-gmod работы, в игре достаточно много функций для этого, о которых многие не знают, но это информация для отдельного ролика. Далее выбираем инструмент Soft Lamp. Обязательно ставим кнопку включения и выключения, например Enter, и
кликаем по любой физической поверхности. Исходя из концепции сцены, создается освещение, то есть нужно понимать, как это выглядело бы в реальности. В данном случае улица и пасмурная погода с небольшим туманом, значит тени должны быть мягкими и размытыми. Вообще, почти во всех сценах должны быть как минимум два источника освещения, особенно на уличных. Значит, ставим нашу лампу над сценбилдом, это будет небо. Она должна освещать всю сцену. Примерно вот в таком положении. Теперь нажимаем кнопку C и правой кнопкой по лампе «Изменить свойства». Здесь мы будем производить настройки нашей лампы. Перед этим можете прописать команду вот такую. Она будет показывать границы освещения лампы. Вот я вам сейчас наглядно покажу, за что отвечают все ползунки. Так, сейчас вот так вот. Начну с конца. Это расстояние фокусировки в принципе не нужно, оно ни на что не влияет. Фарзи дальность. То есть сейчас отключу. Mad Full Bright 0, чтобы вы видели. То есть фарзи. Сейчас не видно, потому что brightness на 0. Ну вот, как вы видите, фарзи. Я регулирую фарзи, дальность освещения. Нирзи. Это начальная точка, то есть вот. Я думаю, понятно, как бы объяснять не надо. Фов, ну это ясное дело, фов. Brightness, яркость. Color, ну тоже понятно, цвет, изменение цвета. Оставшимися командами я не часто пользуюсь. Surface Shape — это форма света лампы, то есть то, что вот здесь вот показано, то же самое и здесь. Surface Radius — это радиус наложения теней на освещаемую поверхность. Большее значение тени будут рассеиваться. Surface Shape Resolution — это разрешение теней. Большее значение тени будут сглажены. Вот этот, сейчас покажу. Это отвечает за, как сказать, источники света. То есть я сделаю два, будет два источника света. Вот можете увидеть. Сделаю 3, будет 3. Но это прям для глобального освещения, то есть. Но это огромное влияние на FPS оказывает, так что этим я особо не пользуюсь. Теперь начнем подбирать освещение для сцены. Получается, сейчас стоит одна лампа. Это наше солнце, скрываемое тучами. Она должна освещать всю сцену, так как это основной источник света. Поэтому я выставлю огромный фов, чтобы тени были сильно размыты. То есть я сейчас нарушил то, о чем говорил Viagstar в своем гайде. Поэтому, если у вас маленькая сцена, делайте фов ниже среднего, чтобы не получалось вот такое вот пиксельное месиво. Далее ставлю вторую лампу, например, со стороны камеры, чтобы засветлить участки теней и разбавить цвета основного освещения.
Повозившись с настройками, получил такой результат. Вроде выглядит неплохо. Но, как можем заметить, есть один минус, который бросается в глаза. Вот. Трава, видите, на заднем плане она другого цвета, выделяется. Поэтому мы выбираем цвет и уменьшаем ее яркость. То есть, выбрав какой-то менее яркий оттенок, это не трава. Вот, например, так. Смотрим. Все, теперь трава не выделяется так сильно. Возможно, даже переборщил. Ну, вроде нормально. Далее нам нужно убрать эти артефакты теней с помощью консольных команд. Прописываем, сейчас я вам скажу, что. Прописываем команду Project Texture Filter. В моем случае большее значение пойдет на пользу, оно смягчит резкие тени. В других случаях смотрите сами, пробуйте ставить значение от 0,1 до единицы, например 0,2. Я поставлю 0,8. Чтобы увидеть какие-то изменения, включите и выключите лампы. Видите, пиксельные тени пропали. Я поставил такое значение Project Texture, потому что у меня большой FOV. У вас же может быть все совсем по-другому. Например, давайте я вам покажу, не знаю. Вот, видите? Вот эти крапинки, они убираются, собственно говоря, этой консольной командой. То есть, если я поставлю 0,2, эти крапинки станут намного меньше. Вот, видите? Но тени будут более резкими. То есть вы видели там такое размытое пятно, а здесь прямо четкое пятно, абсолютно темное. Поэтому я ставлю у себя в данном случае 0,8. Вот видите. Так как у меня издалека не будет заметно вот этого. Можете увидеть. Этого незаметно, особенно когда я пропишу постер, этого не будет заметно вообще. В вашем случае может быть все по-другому, так что тут нужно просто экспериментировать. Можно делать первый скриншот, но сначала прописать команду Poster Darken. Эта команда отвечает за яркость на вашем постере. Чем ближе значение к единице, тем оно будет темнее. И я ставлю значение 0,4. Если у вас при таком значении все еще темно, понижайте его или увеличьте яркость на самой лампе. Также еще одна команда, которая нам понадобится, это Poster AA. Команда отвечает за сглаживание на постере. Обычно ставят единицу. Ну, принцип тот же самый, что и Poster Darken. То есть от 0,1 до единицы. Кстати, изменения в игре вы не увидите, только на сделанных скриншотах. Ну и наконец сама команда Poster. Так как мы используем софт-лампы, у нас будет Poster Soft. При значении 1 скриншот будет сделан в разрешении вашего экрана. У меня это 1080p. При значении 2 в 2 раза больше, то есть 4К. При значении 3 почти 6К. Это если вы хотите рассмотреть даже самый крохотный писюн на скриншоте. Больше тройки ставить нет смысла. Но мы пропишем Poster Soft 2. Это средний вариант, в принципе, и лучший. Рендер прошел. Скриншот сохранился в папку GarrySmod, Screenshots. Заходим в GarrySmod, Screenshots. Вот он наш скриншот. Ну, в принципе, нормально, но мне кажется, немного темноватый. Вот давайте попробуем повысить Poster Darken. То есть понизить 0,3.
и смотрим сейчас. Смотрите разницу. 0.4, 0.3. Почти незаметно, но небо становится прямо белым. При том, что в самой игре оно абсолютно серое. Ладно, к примеру, это будет наш первый слой. У вас это может быть первый и единственный слой, но у меня еще есть задний план, который я хотел бы осветить. Да, я бы мог сделать сразу 3 лампы одновременно, но мой компьютер вряд ли справится. Ну и для разнообразия, я думаю, стоит показать. Отключаю лампы, чтобы они не жрали FPS. И уберу туман. Так, теперь поставлю новую лампу и изменю кнопку. Так, примерно, наверное, где-то вот так вот можно расположить. Смотрим настройки. Так. Фарзи сразу увеличиваем, то есть. Ох ты, как светло. Я думаю, вот так вот примерно сойдет. И чтобы лишнее не рендерить и потом не потерять в фотошопе, я, пожалуй, так делаю. Уберу, сделаю такую штуку сейчас. Так, не рзи, да. Уберу передний план с помощью камеры. Вот так вот. И делаем наш постер Soft 2. Смотрим, что у нас получилось. Это будет наш второй слой. Бывают такие случаи, когда при, казалось бы, хорошем освещении какой-то объект плохо освещен. Тогда вы можете поставить лампу с маленьким фовом, которая едва заметно выделит его из тени. Ну, например, сейчас. Например, есть у меня вот этот вертолет, да? Можно поставить вот здесь вот маленькую лампу. Которая подсветит его среди прочих объектов. Ну, я думаю, вы поняли примерно, да? Перейдем к Лайтанусу. Этот инструмент дает отражение света от поверхности, значительно улучшая качество освещения на постере. И первое, что нужно сделать, это удалить все лампы, кроме одной. Я оставлю ту, которая со стороны камеры, так как она задает лицевое освещение. Теперь нужно поставить вашу голову прямо перед этой лампой. От этого зависит процесс отражения света. В меню инструментов находим Light Sprayer. Вот ты где. Нажимаем кнопку R. Должны были появиться зеленые точки. Если этого не случилось, тогда выбираем Scenic Dispenser и зажимаем кнопку R. Не отпуская, нажимаем на Light Sprayer. Вот они, наши зеленые точки. Все, теперь можно приступить к настройке Light Sprayer. Давайте расскажу, за что отвечают все ползунки. FOV поле зрения. Постарайтесь, чтобы вся сцена была охвачена. Start Distance — начальная дистанция рендера. End Distance — конечная дистанция рендера. Сильно не захватывайте большую область, иначе рендеринг будет очень долгим. Я захвачу только основную сцену, задник не буду.
толеранс, это точность точек, так сказать, большее значение лучше не ставить. Поставлю как у Баффеста 1.75. Радиус квадрата, то есть вот этого. Сделаю, чтобы захватить маршруточку. Так, интервал отвечает за расстояние между точками. Будьте осторожны, если поставите слишком маленькое значение, это убьет вас. Один раз я рендерил постер Lightbounce где-то 2 часа. Поэтому 8, наверное, достаточно будет. Джиттер — это рандомайзер точек, то есть они случайно распределятся по сцене. Единицы, в принципе, хватит. Оффест — это скольжение рендера света по поверхности, то есть он будет под углом, что сделает рендеринг более гладким. Тоже как у Баффеста, в принципе, поставить -8. Dot size — размер точек. В общем, этими настройками стараемся найти золотую середину. Чем больше точек, тем дольше рендер, поэтому не перегибайте. После настройки кликаем по физической поверхности, снова нам пригодилась наша пластина. Если ничего не произошло, значит заходим в консоль, и вот вам пишут команду, которую необходимо прописать. То есть у вас стоит на единице, ставим на 0. Вам говорят, поставь на 0. Ставим 0. Еще раз пробуем. Бац. Процесс пошел. Длительность зависит полностью от вашего компьютера. Окей, теперь нажимаем Show Light Points. Вот. Отлично, в принципе. Теперь необходимо удалить лишние точки, так как они увеличат время рендера. Открываем снова меню Light Slayer. В этом самом низу есть 2 ползунка: радиус и частота удаления. Радиус оставляем на сотни, частоту на 0. И кликаем правой кнопкой. Вот, как можете увидеть. Стараемся убрать все лишние точки, которые не захватывает наша камера. Кстати, удаление точек не будет работать, если опять же не будет пластины. Далее можно делать скриншот. Переходим на камеру. Так, и прописываем нет. Сначала прописываем вот эту команду. Она вернет тень в исходное положение. Если не пропишите, то постер Lightbounce не сработает. Далее пишем постер Lightbounce. Enter. Здесь нам покажут все значения. Мы будем использовать только 4. Light Size — размер света. Light Brightness — размер, яркость, то есть. Light Passes — дословно это светопрохождение. Poster Size — размер постера. И Poster Split — это наклон, поворот. Он нам не нужен, нам статичная камера. Значит, пишем Poster Lightbounce. Значение ставьте либо от 250 до 500. Допустим, поставим 500. Light Brightness. Зависит от вашего постера, я поставлю 6, так как достаточно темновато у меня. Light Passes
единицу, постер size единицу. Постер size вы ставите такой, какой у вас постер софт или обычный постер. То есть сейчас я ставлю единицу чисто, чтобы затестить. Все, ждем. Снимок экрана сделан. Теперь заходим в папку Screenshots. Вот он, наш результат. Если вам не понравилось расположение точек, вы можете попробовать заново, прописав в консоли команду Lightbounds Clear Calculations. Но мы переходим к финальной части — Photoshop. Значит, у нас есть 3 скриншота. Постер Soft Lamp, постер Soft Lamp задний план и Lightbounds. Этот я не беру, потому что размер здесь 1920, а у остальных 3840. Он не подойдет, слишком будет расплывчатый. Значит, перетаскиваем первый слой Soft Lamp в Photoshop. Далее задний план. И Lightbounds. Так, тут нажимаем убрать замочек и выделяем Ctrl все 3 слоя экран. Обрезано это из-за заднего слоя, поэтому берем ластик, ставим 100% и стираем просто ненужное. Так, готово. Теперь заходим в Garry's. Можно было сразу, конечно, поставить Entity какой-то, эффект неба. То есть в игре прямо. Так выглядит даже неплохо. Но я просто хочу показать, как люди делают небо только в Photoshop. Поэтому подходим к нашему Entity небо и ставим все на белое. Далее отключаем лампы и прописываем постер. Постер 2, такой же, как у нас был постер софт. Теперь идем в папку Screenshots, закидываем новый слой Photoshop, и нам теперь нужна картинка неба какого-нибудь. Вот я скачал первый попавшийся, а может и быть и не первый попавшийся. Помещаем его в Photoshop. Так, сделаю непрозрачным, чтобы видеть. Ну, сравняю его с горизонтом своим. Так. Теперь нажимаем слой маска, добавить слой маску. Пока можем это убрать. Переходим на этот слой черный, выделяем его, нажимаем Ctrl-C. Далее нажимаем на слой маску, зажимаем Alt, нажимаем левой кнопкой мыши, Ctrl-V. Все, в принципе, просто. Оп. Это можно убрать. Вот такой результат. Сейчас яркость прибавлю. Как вы можете заметить, на постере появились такие римлайты белые. Это можно подтирать ластиком. Это, скорее всего, из-за первого слоя. Сейчас посмотрим. Да, вот. Это из-за тумана на первом слое. То есть это можно подтереть, но есть 100% есть какой-то более легкий способ. Я потом, может быть, узнаю. Мне просто так впадло, если честно. Ну, в общем, можно найти какой-то способ хороший от этого избавляться. Да, например, можно уменьшить, поставив линейный затемнитель, не так видно эти белые римлайты.
Ну, в общем, принцип понятен. Вот итоговый результат. Могло быть и лучше, но я так задрочился с этой пикчей, что уже надоело. Старайтесь анализировать свои работы на предмет ошибок. Да, я понимаю, это трудно, я часто не могу оценить объективно свою работу, но так какие-то очевидные вещи пытайтесь замечать и исправлять в следующей работе. Например, здесь я сильно переборщил с резкостью, сразу заметно. Тени, возможно, слишком темные, свет тоже не лучший. С туманом я как-то зафакапился. Если вам показалось все это очень сложным, то это не так. Стоит один раз сделать и дальше на автомате. Если вы совсем новичок, то не бросайтесь сразу на софт-лампы и light bounce. Начните с малого и поэтапно изучайте все это дерьмо. Еще раз напомню, все ссылки в описании. Прошу, не задавайте вопросы по типу, где скачать Garry's Mod, где скачать Photoshop. Ведь все, что я могу вам ответить, Погано